хотелось бы поговорить на такую тему, как восстание Скандербега. Восстание Скандербега было почти 25-летним антиосманским восстанием, возглавляемым албанским военачальником Скандербегом. Это был редкий успешный пример сопротивления христиан в 15 веке. Под руководством Скандербега албанцы вели партизанскую войну против османов. 2 марта 1444 года региональные албанские вожди и знать объединились против Османской империи и основали Лежскую лигу, военно-политическое объединение. Лига успешно боролась с османскими войсками вплоть до 1479 года, после чего она была распущена. После смерти Скандербега в 1468 году Лига продолжала вести борьбу под руководством Леки III Дукаджини. Восстание Скандербега представляло собой реакцию отдельных слоев местного общества и феодалов на потерю привилегий и на поборы османского правительства, которые вызывали у них негодование, в общем возмущали их. Из-за частых конфликтов между соперничающими семьями в Албании во время восстания Скандербега, особенно между Скандербегом и Лекой Дукаджини, данный период был описан Робертом Элси как гражданская война в Албании. Однако Скандербег примирился с Лекой в 1453 году и вступил в союз с Георгием Арианити в 1456 году. В Албании восстание против османов уже тлело в течение многих лет, прежде чем Скандербег дезертировал из османской армии. Наиболее заметным из ранних восстаний было восстание 1432-1436 годов, возглавляемое главным образом Георгием Арианити. Хотя Скандербег был вызван своими родственниками во время этого восстания, он остался верен султану и не сражался с османами. После того, как это восстание было подавлено османами, Арианити вновь восстал против османов в регионе Центральной Албании в августе 1443 года. Скандербег решил оставить свой пост и восстать против османов только после крестового похода на Варну в 1443 году. Крестоносцы вдохновили на восстание Скандербега и Константина XI Палеолога. В начале ноября 1443 года Скандербег дезертировал из войск султана Мурада II во время битвы, сражаясь против крестоносцев Яноша Хуньяди. Скандербег покинул поле боя вместе с другими албанцами численностью 300 человек, служившими в османской армии. Он немедленно повел своих людей в город Круя, куда он прибыл 28 ноября, и, воспользовавшись поддельным письмом султана Мурада к губернатору Круи, стал правителем города. Скандербег отрекся от ислама и провозгласил себя мстителем за свою семью и страну. Он поднял флаг, который Албания по сей день использует в качестве своего национального символа. Архиепископ Охридский, священнослужители и бояре Охридского архиепископства вместе со значительным числом христианских граждан Охрида были изгнаны султаном в 1466 году из-за их антиосманской деятельности во время восстания Скандербега. Восстание Скандербега поддержали греки в Марии. По словам Фана Стилиана Ноли, албанского политического деятеля, самым надежным советником Скандербега был Владан Юрица. Марта 1444 года албанские вожди не только объединились против Османской империи. Лежская лига была образована в городе Лежа, который удерживался венецианцами. Основными членами лиги были Арианити, Балшичи, Дукаджини, Музаки, Спан, Топии и Черноевичи. Кеннет Мейер Сеттен утверждал, что большинство сообщений о деятельности Скандербега в период 1443-1444 годов основаны скорее на фантазии, чем на фактах.
Вскоре после того, как Скандербег взял под свой контроль такой город, как Круя, используя поддельное письмо, его повстанцам удалось захватить многие османские крепости, включая стратегически важные при поддержке Маиса Арианити Големи и 3000 повстанцев из Дебара. Согласно некоторым источникам, Скандербег сажал на кол пленных османских чиновников, которые отказывались принимать христианство. Первое сражение повстанцев Скандербега с османами состоялось 10 октября 1445 года на горе Мокра. По словам Сеттона, после того, как Скандербег одержал победу в битве при Торвеоле, венгры убеждали Скандербега присоединиться к союзу Венгрии, папства и Бургундии против османов. Весной 1446 года, воспользовавшись помощью рагузинских дипломатов, Скандербег обратился за поддержкой к папе Римскому и Венгерскому королевству для ведения борьбы против османов. Лежская лига одержала победу над венецианскими войсками османской экспедиции. Албанцы разбили венецианцев 23 июля 1448 года и османов 3 недели спустя, 14 августа 1448 года. В результате лига вскоре подписала мир с Венецианской республикой, продолжив войну против Османской империи. После войны Венеция больше не противодействовала Скандербегу, позволив ему сосредоточить свои силы в войне с османами. 26 марта 1450 года в Гаэте был заключен политический договор между Альфонсо V Великодушным от имени Неаполитанского королевства и Стефаном, епископом Круи, и послами Скандербега. Гаэтанский договор был заключен по просьбе Скандербега, чтобы обеспечить себе защиту от Османской империи. По условиям договора Скандербег признавал себя вассалом Неаполитанского королевства, а взамен получал защиту Неаполитанского королевства от Османской империи. Важно понимать, что Альфонсо V буквально мечтал возродить политику своих анжуйских предшественников и использовать Албанию как плацдарм для дальнейшего расширения своего королевства на Балканах. После того, как Альфонсо подписал данный договор со Скандербегом, он подписал аналогичные договоры с другими вождями Албании. Согласно договору, если албанцам понадобится помощь Неаполитанского королевства в военных вопросах, они должны будут пожертвовать короне Неаполя каждый город, находящийся в опасности. Кроме того, Скандербег должен был принести клятву верности Арагонской короне. Как только албанские земли освобождались от османских захватов, Скандербег должен был платить налоги Альфонсо и признавать корону Неаполя, однако мог при этом сохранять свою автономию и самоуправление. Во исполнение договора Неаполь направил отряд из 100 неаполитанских солдат под командованием Бернара Вакера в замок Круя в конце мая 1451 года. Вакер был назначен на должность специального комиссара, и от имени Неаполитанского королевства он занял Крую.